Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для этого существует второй закрытый канал. И я хочу поблагодарить всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти уже с прошлого года. Друзья, ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах, а в частности, в особенности, я хочу поблагодарить всех тех, кто с нами с самого начала. Это Елену, Хельгу, Любовь Советкину, Авелину, Максима и Ирину, всех, кого я сейчас назвала, они с нами с начала прошлого года. Друзья, благодарю вас за то, что вы есть у нас. Благодаря вам мы развиваемся, мы публикуем те самые видеорасклады, которых невозможно молчать, но которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры YouTube-канала. Кому неудобен Бусти, друзья, кто не может там зарегистрироваться, есть второй телеграм-канал закрытый, там все те же самые видео, что и на Бусти. Стоит подписка также 299 рублей в месяц. Вы можете обратиться ко мне в личку, личка указана в комментариях под любым видео, для того, чтобы я вас туда добавила. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, консультации, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами, а также за обучением на картах Таро или Оракуле, просьба обращаться ко мне в личку также. Сегодня с нами карты черной воды, и мы расследуем дело Кати Четиной. В июне 2010 года пятилетняя Катя Четина пропала в районе реки Сылва. С тех пор ее никто не видел. Родители Кати уверены, что их дочь жива, и неустанно продолжают поиски. Сегодня узнаем, что произошло с Катей Четиной 14 лет назад, где она находится сейчас, если девушка жива, и найдут ли ее родители. Давайте сначала узнаем, что произошло с Катей Четиной на реке Сылва у подножия скалы Ермак в июне 2010 года, именно в тот самый день, когда она пропала. Карты, покажите нам, пожалуйста, что произошло с Катей Четиной на реке Сылва у подножия скалы Ермак в июне 2010 года, когда она пропала. Что именно с ней произошло? Есть несколько версий. Версия, что она утонула, и что ее похитили. Возможно, было что-то другое. Что произошло с Катей Четиной в июне 2010 года у подножия скалы Ермак? Она утонула, ее похитили, или с ней произошло нечто другое? Давайте узнаем. Она утонула. Королева жезлов нет. Королева жезлов — карта двора. Девочка жива, и теплая энергетика идет от этой карты, женская энергетика. Она не утонула, друзья. Здесь еще, возможно, замешана какая-то женщина. У ее ног черная кошка. Женщина, которая занимается гипнозом, черной магией или какими-то нехорошими темными делами. Поэтому вполне возможно, что ее могла увести женщина, но этот вопрос мы еще чуть дальше обсудим. Похитили ли ее? Карта иллюзий. Такое ощущение, что девочку ввели либо в какой-то транс, либо в какой-то гипноз. Как я уже сказала, здесь есть какие-то определенные навыки владения искусством гипноза, возможно, вполне, да, потому что семерка кубков говорит о том, что на девочке были розовые очки тогда, когда она шла за своими похитителями. Похитили ли Катю Четину? Карта страшного суда. Да, карта страшного суда — это карта удерживания в данном случае. Когда мы спрашиваем, жив или мертв человек, карта страшного суда показывает, что жив, но что ее удерживают где-то или удерживали на тот момент. То есть ее взяли, схватили и, возможно, с помощью какого-то гипноза или чем-то другим заманили эту девочку. Что-то другое с ней произошло. Карта дьявола. Что-то другое, карта манипуляции, карта дьявола, карта аддикции, привязанности. Возможно, ее привязали, увезли, вполне возможно, что в машине, в багажнике или еще где-то, да. Возможно, карта привязанности и дьявола говорит о том, что она под гипнозом шла за своими похитителями, не кричала и ничего не говорила. Здесь вот об этом речь. Да, Катю Четину действительно похитили, она не утонула. Я здесь не вижу ни одной карты воды, я здесь не вижу, что человек тонет, я здесь не вижу, что человек вообще погибает, друзья. Следующий вопрос. Кто был похитителем Кати Четиной? Кто был похитителем? Давайте сначала узнаем, мужчины, женщины это были, и потом узнаем, какой национальности они были, да, русские или какая-то другая национальность. Кто был похитителем Кати Четиной в 2010 году, в июне 2010 года, когда она пропала? Кто был похитителем Кати Четиной? Карта дьявола снова выпадает, да, нам? Паж мечей, мужчина.
Королева жезлов, она же самая вышла, друзья. То есть какая-то женщина, какой-то мужчина. Женщина выше этого мужчины, выше в каком плане? В том плане, что, прошу прощения, друзья, расфокус небольшой, в том плане, что она как приказывает этому мужчине ее подманить к себе. Женщина увозит, а мужчине приказывает, чтобы он ее заманил как-то, каким-то образом, да? Какие-то дьявольские путы здесь, как манипуляция какая-то, возможно, чем-то заманил. Но здесь паш мечей такой холодный, жесткий мужчина. Мужчина шестерка, который, что сказали, то и делает. Кто еще был похитителем Кати Четиной? Есть ли какие-то еще люди? Вот ее заманили, ее выкрали, ее охраняли. Было несколько человек. Кто еще являлся похитителем Кати Четиной? Нищие духом люди. Они уже так поступали и не раз. Вывозили куда-то детей, возможно, куда-то в мир. Карта мир здесь показывает вполне возможно, что за границу. Но мы еще чуть дальше посмотрим, друзья, где она может находиться. Нищие духом люди. За пентакли, за барыши, готовые увести ребенка куда-то. Да, забрали, увезли. Опять карта страшного суда. Карта того, что ее заманили, то, что ее силой схватили, заманили. Карта семерка кубков. Но карта пятерка кубков, то, что она не получила, то, что ей обещали дяди с тетей. Какие-то дяди с тетей. Мужчина и женщина. Мужчина либо младше женщины, либо он подчиняется этой женщине. Они вместе ее выкрали. Следующий вопрос. Это русские или другая национальность? Те, кто похитили Катю Четину. Это были русские мужчины и женщины или это какая-то другая национальность? Мужчины и женщины не являются парой. Они являются соучастниками одного преступления. Русские или другая национальность? Кто похитил Катю Четину? Это были русские или это была какая-то другая национальность? Нет. Это была какая-то другая национальность, люди, обладающие гипнозом, друзья, очень похожи на цыгане, почему-то мне идет сразу, да, то, что цыганка, цыгане, кто-то выше, кто-то ниже рангом, да, у них. И черная магия, вот искусство черной магии у ног как раз-таки вот этой женщины, королевы жезлов, нам может говорить о том, что здесь гипноз, черная магия, цыганские какие-то магические ритуалы, которые могли заманить ребенка. Это не русские люди были. Хорошо. Следующий вопрос. Чем они заманили девочку? Да, давайте еще раз спросим. Они как-то заманили ее действительно, потому что мне показывают все-таки, что заманили, или они ее запугали? Чем похитители заманили Катю Четину? Чем похитители заманили Катю Четину? Они ее действительно чем-то заманили, они ее запугали, или Катя знала этих людей, вполне возможно, да, это мы просто проверяем различные версии, друзья, почему бы и нет. Заманили ли девочку? Заманили чем-то, да, тут даже заманили куда-то, сядь вот сюда, или сядь в машину, сядь куда-то, вот я тебе место уступлю, садись, вот как в машину приглашают, и чем-то манит ее по королю Пентаклей, мужчина ее заманивает. Тот как раз, который служил приманкой для девочки. Хорошо. Запугали ли они ее? Королева кубков. Ну, здесь вот мужчина и женщина. Да нет, они с любовью как-то с ней. Я говорю, здесь как-то очень хитро произошло все. Здесь нет факта запугивания именно. Здесь как-то очень хитро, чтобы девочка не испугалась. Потому что мне все-таки карты говорят о том, что девочка могла испугаться. И чтобы этого не было, они как-то полюбовно решили с ней этот вопрос. Катя знала людей. Возможно, Катя знала людей, да? Карта императрица. Карта императрица, карта матери. Карта матери, которая беременна. Мать, которая беременна. Знала ли Катя Четина этих людей? Мама, которая беременна. Либо женщина была беременна. Она не знала, она уже видела таких женщин на улице, и она знала, что эта тетя не причинит ей ничего плохого. Нет, здесь не про то, что она знала. Здесь про то, что она понимала, что тетя ей не сделает ничего плохого. Возможно, это была цыганка, да, и, возможно, она была беременна. Когда-то уже видела, но это незнакомые родители, это незнакомые лично Кати, понимаете, да, о чем речь? Когда-то уже видела такую тетю на улице, была беременная, но не может она сделать ничего плохого. Да, королева кубков, здесь еще императрица выходит, когда-то на улице видела. Незнакомые люди, однако вот что-то мне вот как цыгане идут почему-то на ум, они всегда ходят с животами, да, женщины.
Целью похитителей в тот день была именно Катя Четина или Катя это случайная жертва? Целью похитителей в тот день была именно Катя Четина или Катя оказалась случайной жертвой и вместо Кати могла быть любая другая девочка? Целью похитителей в тот день была именно Катя Четина или Катя это случайная жертва? Именно Катю хотели. Именно Катю, потому что подходит. Потому что подходит и как долго высматривали. Вот долго высматриваю ее. Долго высматриваю, терпеливо наблюдаю за тем, что она делает. У воды, да, все происходило как раз. Терпеливо наблюдаю у воды, что она делает. Карта Иерофанта, как знаете, как где-то прячусь, или где-то за кустами, или так, чтобы меня не было видно. Где-то поодаль немножко. Я вроде рядом, но вроде далеко. Наблюдаю, как целый день наблюдаю за этой девочкой. Их даже не заметили, этих людей, как будто бы, да? То есть они настолько хорошо скрылись по Иерофанту, как, знаете, их даже не замечали. Но именно Кате почему-то понравилось. Потому что здесь еще старшие арканы выпадают. Мужчина и женщина договорились. Мужчина и женщина договорились, мужчину и женщину не было видно. Они оба наблюдали за ней, потому что она понравилась. Беременная была. Беременная женщина, кто забрал ее. С животом женщина. Карта справедливости. Карта справедливости. Они делают так и делали так неоднократно. Карта шестерка кубков уже было такое. Неоднократно, постоянно повторяется ради каких-то документов. Нужны документы или документов не хватает. Какие-то денежно-бумажные вопросы. Скорее даже не про деньги, про бумаги. Какие-то бумаги нужны, вот чтобы эти бумаги заполучить, или что-то вот с бумагами здесь связано, друзья, с документами. Или они думали, что делать с документами. Вы знаете, как сидят, смотрят на девочку, на Катю. Что делать с документами? А как быть с документами? Потому что документов нет, да? Тут вот что-то об этом речь. Хорошо. Для чего похитители украли Катю Четину? Для чего похитители украли Катю Четину? Для чего? Какая цель? Для чего похитители украли Катю Четину? Какая цель? В семью. У семьи нет никого, да? У семьи нет детей. Пара, одинокая пара. Детей нет. Не могут. Повешенные. Либо долго ждут, либо просто не могут. Да, хотим ребенка. Хотим до жадности любого. Можем заплатить. Девятка, стагнация, стоим на месте. Очень хотим ребенка. Никуда не отпустим, никому не отдадим, будем любить. Тяжело, да, тяжело даются дети. Нет детей у пары. Те похитители украли девочку не для себя, а для кого-то, а для пары, у которой нет детей. Целью похитителей, какая цель? Какая цель похитителей? Для чего похитители украли девочку? Для чего похитители украли Катю Четину? Карта мимикрии. Ложная беременность, работали над этим. Что-то не получается из-за мужчины. В семье нет детей. В семье нет детей, украли для этой семьи, друзья. Не для органов, не для какого-то там сексуального рабства и так далее, да, именно для семьи. А на чем увезли Катю Четину? На чем увезли в тот день похитители Катю Четину? Как они ее провезли вообще? Чужого ребенка. На чем увезли Катю Четину? На чем увезли? На чем похитители увезли в июне месяце 2010 года Катю Четину? На чем? Надо было деньги кому-то заплатить. Кому-то вышестоящему. Туз Пентаклей вышестоящим органам власти, возможно, или каким-то другим структурам платят деньги. Да, жадные люди. Нужно денег заплатить, нужно денег дать. И на чем увезли? Хорошо, это понятно. Или кто-то помог увезти, да? Туз Пентаклей, шестерка Пентаклей, за деньги, за хорошие деньги. Кто-то помог увезти. Потому что деньги нужны. Жалко остаться без таких денег. На чем увезли Катю Четину? Паж жезлов, быстрая карта, как что-то скоростное, быстрое, да, или самолет, возможно, да.
Карта башня, что-то наверху. Башня и паж жезлов. Быстро наверху. Самолет, ну как воздух. Вполне может быть. Королева мечей постаралась. На чем увезли Катю Четину? На чем увезли Катю Четину? Воздух, воздух, паж мечей, воздух, паж жезлов, быстро, воздух, башня высоко, что-то в воздухе. Королева мечей постаралась. Постаралась обойти какие-то пути, которые нельзя было обойти по девятке жезлов. Но по карте дьявола либо привязали девочку, либо привязанность к кому-то, либо кто-то помог по карте дьявола, да, ну кто-то в любом случае помог перевести. Из органов власти, я имею в виду. Воздух. Здесь по воздуху. Следующий вопрос. Жива ли Катя Четина сейчас? Жива ли? Жива ли Катя Четина сейчас? Карты покажите мне, пожалуйста. Возможно, под другим именем, да? Вполне возможно, что под другим именем. Жива ли девочка Катя Четина, которую украли в июне 2010 года? У подножия скалы Ермак. Жива ли эта девочка? Возможно, под другим именем. Покажите мне, пожалуйста, карты. Жива ли она? Девятка пентаклей под другим именем. Действительно, да, карта дурака все поменяли. Жива девочка, жива, но под другим именем. Девятка пентаклей, карта мимикрии, свечка закоптила у меня. Карта того, что переделали имя, переделали фамилию, поменяли что-то, паспорт, документы и так далее, да, то есть подстроились под обстоятельства. Карта обмана, девятка пентаклей. И карта дурака – это новая жизнь. Но карта дурака не показывает, что человек мертв. Карта дурака показывает, что человек либо в бессознательном состоянии, либо все изменилось. Все началось с нуля. Совершенно другая жизнь. Жива девочка. Сигнификатор Кати Четиной сейчас. Это как она себя чувствует, что она ощущает, что она думает вообще, да, об этой жизни. В заключении не дают мне двигаться туда, куда я хочу. Карта стагнации. Либо все время статичное состояние у девочки, да, то есть она постоянно на одном месте, либо постоянно в одном городе, около дома, не дают двигаться как-то, развиваться не дают. Сигнификатор Кати Четиной сейчас. Человек замкнут, интроверт, выросла интровертом, возможно, имеет какие-то психологические расстройства из-за того, что с ней приключилось в детстве. Нет возможности выбора. У меня нет возможности выбора. Сигнификатор Кати Четиной сейчас. Что она чувствует, что она ощущает. Меня увезли, и с тех пор у меня нет возможности выбора. Я не могу идти туда, куда я захочу, потому что мне не разрешает. Верховная жрица – это тайна. Я как тайна, я должна остаться в тайне. И мне нет движения. У меня разбито сердце из-за этого, я страдаю. Ей тяжело очень. Ей очень непросто, ей тяжело. Ей плохо, обидно, ее предали. Предают по сей день, да, тот, кто похитил ее, тот, с кем она сейчас живет. Сигнификатор Кати Четиной. Королева мечей, злая королева мечей не пускает никуда. Я в подвешенном состоянии, я в состоянии виктивности, я в состоянии жертвы. Либо она никуда не выходит, друзья, либо она ходит вокруг дома, либо в школу, возможно, даже не посещала, возможно, не посещает университет, институт, не общается ни с кем. То есть замкнут человек абсолютно, сидит на одном месте и стагнирует, скажем так. Она очень от этого страдает, не дают общаться с друзьями, возможно, и нет этих друзей. Какая-то королева мечей запрещает. Может ли Катя Четина хоть как-то дать о себе знать родителям? Возможно ли это? Может ли Катя Четина хоть как-то дать знать о себе родителям, хоть каким-либо образом? Возможно ли это сделать? Может ли Катя Четина хоть как-то дать о себе знать своим родителям? Возможно ли это сделать? Далеко, мне непросто, мне сложно дотянуться, как будто нет связи, я одна, я одинока в пространстве, как будто бы нет связи у меня, холодная карта, звезда далекая, далеко и тяжело, да, тяжело двигаться, иначе я получу, да, по заслугам, скажем так, карта кровь, карта на карте колесницы кровь, здесь тоже у нас кровь, возможно, физическое, да, какое-то наказание,
Мне причем все дают, у меня все есть, у меня есть какая-то денежка, которую я не могу толком никуда потратить, у меня все в целом есть, и одежда, и денежка, и еда, но однако я не могу дотянуться до самого главного. Как только я дотягиваюсь, возможно, это связь какая-то мобильная, да, или, возможно, интернет, в интернете она искала своих родителей. Как только я пытаюсь дотянуться до этой информации, мне сразу прилетает, возможно, физически, а возможно, морально. Не может она связаться с родителями. Куда увезли Катю Четину? Куда увезли Катю Четину? Она в России или за рубежом? Куда увезли Катю Четину? Куда похитители увезли Катю Четину? Она в России или она за рубежом? Нет, трансформация. Она уехала, улетели. Карта трансформации, она больше не в России, больше не в тех местах, которые она помнила, хоть как-то знала, хоть как-то представляла себе, хоть и была маленькая. 10-й старший аркан колесо фортуны куда-то вне времени, или время другое, часовой пояс другой. Другая страна, змея Уроборос, которая съела свой хвост, обратите внимание, да, то есть заключена в тиски, ее удерживают по сей день. Вернется ли когда-нибудь домой Катя Четина, найдут ли ее? Вернется ли когда-нибудь домой Катя Четина, найдут ли ее родители или правоохранительные органы? Вернется ли когда-нибудь домой Катя Четина? Вернется ли когда-нибудь домой Катя Четина? Какой-то мужчина может помочь. Мужчина, который будет жить с ней в одной стране, где-то за рубежом в мире. Мужчина, с кем веселье, мужчина, с кем трансформация. Уход к мужчине. Я ухожу, когда я взрослая, я уже взрослая, я ухожу к мужчине, королю жезлов, которого вполне возможно не люблю, но может мне помочь. То есть это какие-то любовные уже отношения, да, могут быть. И вот он может помочь. Да, он может помочь выбрать свой путь. Тогда, когда я чуть еще вырасту, тогда, когда появится мужчина, и, возможно, вполне меня захотят на нем выдать замуж за него, да? Да, здесь об этом речь, друзья. Может помочь в случае с мужчиной. Мужчина может стать двигателем процесса в этом деле. Почему полиция отнеслась к делу Кати Четиной спустя рукава? Знали ли сотрудники полиции, что и кто выкрал Катю Четину? Возможно, они получили какую-то выгоду от этого, кто его знает. Почему полиция отнеслась к делу Кати Четиной спустя рукава? Почему? Знали ли сотрудники полиции, кто выкрал Катю? И что Катю действительно выкрали? И они специально говорили о той версии, что это девочка нечаянно упала, да, в воду и утонула, захлебнулась. Почему полиция отнеслась к делу Кати Четиной спустя рукава? Знали ли сотрудники полиции, кто выкрал Катю и что Катю выкрали? Что-то неправильное. Что-то неправильное есть в этом деле, которое замяли давно, да? Шестерка кубков, давно воспоминания, что-то неправильное есть в этом деле. Какая-то королева кубков. Так, мы ее уже встречали. Не дала, или дала ложную информацию, или не дала полиции вмешаться. Какая-то королева, значимая женщина. Вот она, беременная женщина, да? Либо значимая женщина, либо женщина, которая вмешалась как-то в дело. Это тот же самый похититель. Похититель вмешался как-то в дело и не дал полиции их остановить. То есть полиция не могла их остановить и не хотела их останавливать. Почему? Потому что это их тайна общая, да? Полиция что-то знает. Что-то неправильное происходит, и полиция что-то знает. Полиция в курсе, что уехали куда-то, да? Такое ощущение, что они на лодке сначала уплывали. Вот ощущение сначала лодки быстрое, это либо катер, либо просто лодка какая-то, а потом как наверх поднялись. Понимаете, да, о чем речь? Лодка, а затем наверх. И женщина 100% беременная была. И вот эта беременная женщина имела какой-то либо авторитет, либо просто денежку какую-то дала хорошую. И полиция смолчала. Она все знала. Это тайна. Это их тайна. Ну, которую никто никогда не раскроет уже, да, по пятерке кубков. Столько воды утекло, карты говорят. И никто не хочет этим заниматься толком, кроме родителей.
Следующий вопрос как раз вот про родителей. Нигде не видела, чтобы фигурировала мама Кати Четиной. Где она сейчас? Вместе ли родители Кати Четиной сейчас? Где мама Кати Четиной? Почему она не фигурирует ни в одной передаче о дочери? Уехала куда-то, либо уезжает куда-то, либо куда-то уехала. Где мама Кати Четиной? Почему она не фигурирует в передачах или фигурирует? Скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Вместе ли сейчас родители Кати Четиной? Я не знаю, просто не нашла этой информации. Так, ссора какая-то крупная. Король мечей. Башня. Как что-то все развалилось в семье, да? Либо об этом не говорят в СМИ, в интернете. Но тут как какой-то развал, какая-то острая ситуация. Из-за этой острой ситуации она уехала и они как будто разошлись, или они на грани развода находятся, да. Здесь какая-то острая ситуация между родителями. Хорошо, не будем лезть в их личную жизнь, это я так выяснила. Возможно, она могла что-то знать, да? Псевдопохитители звонили, писали смс отцу Кати, кто-то просил выкуп и просто пытался нажиться на семье, а кто-то вполне возможно мог быть настоящим похитителем. Так, в 2022 году папе Кати Четиной прислали видео с 19-летней девушкой, якобы Катей, после чего видео сразу удалили. Это правда была Катя? Вот в том видео, которое прислали папе Кати Четиной, где 19-летняя девушка, якобы выросшая Катя Четина, повзрослевшая, это действительно была Катя? Или это просто фейк? Действительно ли на видео была Катя Четина? Или это просто фейк? Нет, нет. По разные стороны баррикад. Не хочу взять эту информацию. Карта умеренности, карта спокойствия. Нет, это была не Катя, друзья. Совсем не там ищите. Совсем в другой стороне, скажем так, да? И такое ощущение, что была какая-то информация у родителей или у отца, да, вот что-то как давали в руки, но они не взяли эту информацию. А та информация, которую ему прислали, то, что это была Катя, это на самом деле нет, неправда. Карта умеренности, карта спокойствия, 14-й старший аркан. Не там ищите. Уже был момент, когда вы могли найти, но этот момент пропустили. Это был фейк. А вот в 2013 году в аэропорту Домодедово обнаружили подозрительную женщину со скромно одетой девочкой. Когда у девочки спросили, кто эта тетя и кем она ей приходится, девочка ответила, что это ее сопровождающий. Была ли это Катя Четина? Это было в 2013, если не ошибаюсь, году. Поправьте меня, если ошибаюсь. В аэропорту Домодедово. Была ли в 2013 году в аэропорту Домодедово Катя Четина? Находилась ли она там? Что вряд ли. Почему? Потому что ее увезли за границу. Была ли это действительно Катя Четина? Тут вообще какие-то отношения между каким-то мужчиной, какие-то воспоминания между мужчиной. Тут вообще детско-родительские отношения. Возможно, это была сопровождающая, либо это была мачеха, либо это была няня этой девочки, да. Тут ее тоже увозили, эту девочку, и тоже действительно не было документов, да, но король Пентаклей здесь выходит у меня. Тут какая-то другая история, на самом деле. Это вообще не Катя. Здесь не о Кате речь, да, другая история. Тоже запутанная, тоже детско-родительские отношения. Кто-то захотел себе забрать ребенка, няня, возможно, или сопровождающая его провозила к отцу, потому что отец ожидал этого ребенка. Здесь эта история к Кате Четиной, друзья, не относится. То есть ни в 2013, ни в 2022 году не донесли верную информацию о том, что это действительно Катя. Давайте общие такие вопросы посмотрим. Понятно с Катей Четиной. Вы задавайте свои вопросы, пожалуйста, друзья, если у вас есть по этой тематике или вообще по тематике похищения детей. Мы рассмотрим их обязательно в шорт-видео, коротких видео, которые я делаю на канале. Те вопросы, которые наберут больше всех лайков, я сделаю на них короткие видеоролики. Насколько вообще развит в 2024 году бизнес по торговле детьми? Давайте узнаем, насколько развит в 2024 году бизнес по торговле детьми, вообще в целом в мире. Мы не говорим только про Российскую Федерацию. Насколько развит в 2024 году бизнес по торговле детьми? Насколько он развит и пользуется ли популярностью? Еще бы. Рыцарь мечей, причем все это происходит как-то очень быстро. Быстро все схвачено, все на лету. Почему? Потому что есть, возможно, вполне, что какие-то люди, которые помогают этому делу продвигаться из вышестоящих структур, скажем так. Ну, конечно, да, туз кубков. Развитые даже очень. Зарабатывают ли на этом
органы правопорядка, правоохранительные органы, зарабатывают ли они на этом? Королева Пентаклей, женщины с денежкой, да, конечно, зарабатывают. И чаще всего женщины являются перевозчиками девочек, мальчиков, детей. Зарабатывают ли на этом органы правопорядка, на похищении детей? Когда как? Раз на раз не приходится. Иногда просто люди, которые похищают, они какими-то уловками, ужимками, какими-то своими связями сами себе помогают, скажем так, да, в основном, да, император. Карта императора в основном, скажем так, 80 на 20% получают вышестоящие власти, органы, вышестоящие структуры, деньги определенные за похищение детей. Чаще всего для чего детей похищают? Чаще всего для чего детей похищают? Для чего чаще всего похищают детей? Для чего чаще всего похищают детей? Удерживание, понятно, хорошо, понятно, что похищение, удерживание. 20-й старший аркан страшный суд. 20-й старший аркан страшный суд еще может говорить, что это кармические задачи родителей, чьих детей похищают, к сожалению. Для чего чаще всего похищают детей? А для каких-то вышестоящих структур, либо людей вышестоящих, да, для каких-то высших проявлений, скажем так, то есть это опять-таки шишковидная железа, органы вполне возможно, да, потому что 20-й старший аркан страшный суд показывает не только похищение, удерживание, но еще органы, то, что дорого, скажем так, для вышестоящих людей, как я уже сказала, для того, чтобы забирать шишковидную железу и видеть какой-то третий мир, скажем так, параллельный мир. Вот для этого. Чаще всего для чего? Король мечей. Для убийств, да, для каких там? Для убийств, для шишковидной железы. Для того, чтобы детей забирают на органы. Как-то провозят, меняют фамилию, имя, может, паспорта, документы какие-то. Да, документы меняют. Карта справедливости, документы меняют, подмена документов, вывозят куда-то, чаще всего вывозят все-таки. Хорошо. В основном куда вывозят? Это в пределах Российской Федерации или за пределы, за границу? В основном куда вывозят детей похищенных? Это происходит в пределах Российской Федерации или вывозят все-таки их за границу? Чаще всего в пределах Российской Федерации за границу. Нет, за границу. В семьи, на органы. Опять-таки, да, король мечей для каких-то жестких процедур, радикальных. Не буду говорить, каких. Об этом можем поговорить с вами на закрытом канале, друзья. Для того, чтобы YouTube не заблокировал нас. Это были все вопросы на сегодня. Мы разобрали сегодня не только Катю Четину, но и в целом по статистике, да, прошлись немного. Как я уже сказала, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, самые полюбившиеся нашим зрителям вопросы в комментариях, где будет стоять больше всего лайков. Я буду делать на них короткие шорт-видео с ответами на ваши вопросы, друзья. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Также вы можете обращаться ко мне по вопросам обучения. У меня сейчас есть 2 курса по безумной луне, по колоде безумной луны и по колоде триумфа луны. Я вас очень люблю, друзья, и до новых встреч.